Воспоминания о переселении Михаила и Анны Ткаченко на Дальний Восток России переданы их внукам, который опубликовал статью, рассказывающую о жизни его предков. Михаил и Анна покинули родную Черниговщину в начале 20 века в поисках лучшей жизни. Дедушка всегда говорил, что они покинули родную землю, потому что там не было никакого будущего. Их село страдало от постоянных поборов и гнета. Каждый год приходили сборщики подати и забирали то, что оставалось после плохого урожая. Все, что дед мог заработать тяжким трудом на поле, уходило на налоги или помещику. Болезни и голод поразили наш край, и дед потерял многих своих друзей и родственников. Жизнь становилась невыносимой, и каждую ночь, глядя на худеющих детей, они с бабушкой обсуждали, что нужно что-то менять. Когда появилась возможность поехать в Сибирь в 1906 году, Михаил и Анна увидели в этом шанс начать новую жизнь. Правительство предлагало переселенцам землю и возможность создать свое хозяйство. Когда в 1906 году они узнали о возможности получить землю на Дальнем Востоке, не раздумывали. Дедушка знал, что там будет нелегко, но здесь, на родной земле, у них не было будущего. Они продали все, что могли, чтобы собрать деньги на дорогу. Помню, как дед рассказывал, что тогда они чувствовали облегчение, хоть это и было решением, полным страха и неизвестности. Они, наконец, могли попытаться уйти от постоянных лишений и угнетения. Путь в Сибирь был нелегким и полон трудностей. Семья Ткаченко, как и многие переселенцы, столкнулись с нехваткой еды, болезнями и усталостью. В пути им пришлось пережить много трудностей. Долгая дорога в переполненных вагонах, еда быстро заканчивалась, и холод проникал до самых костей. Зима была суровой, и многие люди болели. Отец рассказывал, как бабушка молилась каждый день, чтобы их дети смогли пережить это путешествие. Дедушка рассказывал, что у них было только одно – надежда на лучшее будущее. Это их поддерживало. Когда семья Ткаченко прибыла на Дальний Восток, они столкнулись с новыми испытаниями, связанными с заселением пустынных земель, строительством дома и обработкой земли, которая еще не была приспособлена для сельского хозяйства. Дедушка часто вспоминал, что когда они наконец прибыли на землю, которую им выделили, перед ними предстала необъятная, дикая природа. Там не было ни дорог, ни построек, а только густой лес. Но для деда и бабушки это было начало их новой жизни. Они жили в палатках и начали с того, что вручную выкорчевывали деревья, чтобы расчистить место для первых посевов. Труд был тяжелым, но они знали, что теперь все зависит только от них. Отец рассказывал, как дед и бабушка работали от зари до зари, не покладая рук. Трудности были постоянными, но они больше не чувствовали гнета власти. Адаптация на новом месте была долгой и трудной, но семья Ткаченко смогла прижиться и построить свою ферму. Спустя несколько лет их хозяйство стало процветать, и они уже не испытывали такой нужды, как раньше. Бабушка говорила, что на новом месте они наконец-то почувствовали свободу. Сначала было тяжело, климат был суровым, местность дикой, а ресурсов катастрофически не хватало. Но со временем они смогли построить дом, завести скот и посадить первые поля. Это была их земля, и они могли распоряжаться ею, как хотели. Бабушка часто вспоминала, что дети перестали болеть так часто, и семья стала постепенно подниматься. Они знали, что сделали правильный выбор. Несмотря на все трудности, дед говорил, что наконец они могли жить достойно и не бояться, что их труд заберет кто-то другой.